Какой камушек тебе? С лапками птичек. Да. Все, мы наконец-то приехали в КРК. Почему наконец-то? Потому что мы сегодня выезжали, как, я не знаю, как вор на ярмарку. Я раз 20, наверное, домой возвращался. То одно, то второе, то третье забывал и так далее. Вон Юлька моя идет. Юлька! Братан! Вот, по-моему, наш автобус, который нас довезет по серпантину. Тут пока по неподтвержденным данным имеется некий автобус, который нас должен куда-то довести по серпантинам. А, то есть, а мы могли пешком идти или здесь нельзя ходить пешком, здесь только на автобусе? Ребята пошли пешком. А мы поедем на автобус, правильно? Короче, нам только что сказали, что better option это нужно, короче, на ногах идти. 10 минут. 10 минут. Но, как вариант, я так понимаю, мы еще можем на той лодке поплыть вниз. Но это в случае сильных дождей и наводнений. Если я правильно понимаю, то вот наш маршрут на сегодня. И он составит всего 2 километра, если я правильно понимаю. Пойдем посмотрим. Вообще здесь можно идти очень долго, около 23 километров до следующего водопада, но я пока плохо подготовилась, и я не знаю, какие здесь маршруты. Но я вижу, что здесь по дороге есть... есть вариант купить билеты 2 и 4 часа на лодке. 20 и 40 евро, соответственно, один билет. Есть руины Вельницы, есть какая-то церковь. Вот, кстати, очень красивый остров с церковью. Вот, тоже, я не знаю, будет ли это на этом маршруте. Вот. Ну, пойдем посмотрим, потому что пока я даже не могу сказать точно, сколько займет это по времени. Сейчас у нас 12:39. Пошли? Итак, от Макарска до парковки КРК 131 километр и где-то 1,5 часа езды, то есть достаточно близко. Мы выбрали вход возле Скрадина. Парковка была бесплатная осенью, то есть в сезон, скорее всего, там будет платно, скорее всего, будет переполнено. То есть это учтите, проверяйте, смотрите. Но в октябре парковка была бесплатная, мест было вагон, хотя мы приехали ближе к обеду, то есть где-то 12 часов. И что-то 20 евро входной билет. Есть возможность купить билеты на катер. Каждые 30 минут в сезон высокий. Когда мы там были, касса работала, но что-то там ни людей не было. В общем, мы решили не покупать. И, в принципе, мы целый день там проходили. Ну, вот 12 приехали, и ближе к вечеру мы уехали. Практически до заката мы там были. Вот. Что представляет собой маршрут? То есть там Скрадский бук — это главный водопад. А сам маршрут — это где-то 2 километра петляющая деревянная тропа по мостикам. Купаться нельзя, с 2021 года запретили. Есть пару кафе и ресторанов. Опять-таки мы там не ели, ничего сказать не могу. Вот. От парковки до самого начала маршрута ходят автобусы, можно ими воспользоваться, они, по-моему, включены в стоимость билета, либо же пешком. 1 километр 20 минут. Там где-то 140 метров перепад, то есть сначала вниз, а потом 140 вверх.
По самому водопаду, то есть мы можем его сравнить с Плитвицкими озерами. Нам понравилось больше лишь по одной простой причине, что там не было людей, поэтому, в принципе, это была такая настоящая экскурсия, где мы смогли почувствовать именно атмосферу, то есть водопадики, можно было отойти с основной тропы, допустим, цвели цикламены, их было просто огромное количество, это вот непередаваемое, то есть вы идете как действительно по волшебному лесу, вас никто не пихает в плечи, то есть если вам повезет и вы поедете в октябре, и там не будет людей, если вы вдруг поедете в высокий сезон летом, то, блин, ну вот реально классно. Если же там будет так, как с такое же количество людей, то, конечно, не уверена. Но тоже, что с собой брать? Воду, крем от загара, собак можно тоже брать. И там, кстати, гораздо удобнее с собаками. Супер. Вот короткий маршрут на целый день погулять, пофоткаться. Идеально. Мы, короче, пришли в ресторан. Ресторан называется ресторан Маритимо. Вот так вот. Подалеку от нашего места, где мы живем. И принеси нам. Даже в закрытый сезон, когда уже почти все закрылось, Да. Вот есть шанс поесть. такое Очень еду. грустный официант, который мечтает, потому что они закрылись. Ну, что, будем есть. Все, поели мы, попили. Идем сейчас обсуждаем, насколько плох был тот ресторан. Ну, короче, к слову сказать, тот ресторан, в котором мы до этого обычно ужинали, это было 90-100 евро за один присест. Это, конечно, очень много, но тут такие цены. А вот тут это было 62, но это было такое, условно, съедобная какая-то херня.